Философская дисциплина – противоречивое понятие, в то время как всеохватывающая наука – второе имя философии. И в этом заключается метафизика высказывания «философия, наука, науки». Науке, или точнее наукам, свойственно множество и непонимание того, как соотносится собственное исследование к другим областям исследования. Но философия не может не относиться к всему одновременно вместе взятому. Философия, по контрасту с философскими дисциплинами, безгранично универсальна. Специализируясь в конкретной области, философия теряет именно связь с лоном философии. И специалист по философии встречается таким образом только на периферии самой философии, в области, например, истории философии, в среде представителей философии, сознания, философии науки и прочего, где требуется больше знания, чем собственное философствование. И область философии, то есть не область философских дисциплин, это важное различие, это живое, всеобъемлющее все единство. И о наличных различных ответвлениях философии, например, и этика, философия науки опять, и философия сознания, основывается на предположении, что фундаментальные философские вопросы уже решены, и что теперь задача заключается только в правильном применении известных истинных положений. В противном случае теория является дериватом неготового философского материала, то есть по данной концепции. И в аналитической философии основополагающие философские вопросы заменены формальной интерпретацией изложения философских пропозиций. И из-за того, что сама интерпретация аналитической философии не анализируется, аналитическая философия сама представляет собой агрегат положений, которые не укоренены в основоположениях самой философии. И спрашивается, каким образом философия, подобно науке, могла обрасти множеством дисциплин. Не от того ли, что философия сама стала наукой? И совпадает ли в таком случае философия науки с научной философией? И напоследок, становится ли тогда научная философия философской наукой? А с другой стороны, не прав ли Wittgenstein в том, что слово «философия» должна означать нечто, стоящее над или под, но не рядом с естественной наукой? Если философия стала наукой, что тогда стало с философией? И как философия может заниматься другими вопросами, кроме своей собственной проблематики? Пока этот последний вопрос, который, по идее, следовало бы решать первым, остается нерешенным. Думается, что причина состоит в том, что этот для самой философии роковой и самый фундаментальный вопрос еще не задан. То есть мы до сих пор философствуем без понимания собственного философствования. И философия развертывается, соответственно, в сфере еще не философских вопросов. И именно философский вопрос отличается от нефилософского вопроса именно тем, что он не принимает свою данность как данную, а пытается понимать свою непонятность.